Всем привет! Даже если вы играете давно, ну или недавно, то наверняка вы видели, как кто-то вырезает боссов за считанные секунды еще до того, как вы успели сгрузиться в локацию. И чтобы рассказать вам, как это делается, мы в очередной раз объединили весь наш накопленный опыт и собрали для вас это подробное руководство, в создании которого мне помогло много ребят, в том числе Саша Ашаник, Саша Токсик, Андрей Чутакова и многие другие, за что им огромное спасибо. Итак, с вами Дорнан, и сегодня я вам расскажу, как собрать самый убойный карабин, билд актуальный на данный момент, а в конце по традиции мы разыграем классные журналы среди подписчиков нашего телеграм-канала. Будет интересно. С самого начала существования этой игры всегда была возможность быстро вырезать боссов, и иногда можно было сделать это с помощью некорректной работы тех или иных перков, но чаще всего достаточно было правильно использовать абсолютно легальные механики, на которые почему-то мало кто обращал внимание. О них мы и поговорим. Прежде чем начать, я хочу обратить ваше внимание на то, что все это ситуативно и всегда меняется под задачу, потребности и возможности каждого игрока, и не стоит воспринимать это буквально, а в первую очередь выстраивать свой билд так, чтобы вам было комфортно играть так, как нравится. Итак, начнем с основного. Это билд. И в основу дамажного карабина билда входит в первую очередь критический урон и скрытность. Поэтому при выстраивании карт нужно брать за основу именно ловкость, восприятие и удачу для большего количества ОД, дальности и шанса произвести критическую атаку. Карты, которые вам необходимо использовать, это в первую очередь карты на критический урон, шансы, экономия крита, повышение базового урона и скрытности. Поскольку это автокарабин, то в восприятии нужно ставить все три карты командос на 3 звезды для повышения базового урона, массированный огонь на 1 звезду, чтобы выцеливать конечности, пехотинец на 2, чтобы ускорить перезарядку и тем самым увеличить свой ДПС, и убийцу танков на 3 звезды, чтобы игнорировать защиту мобов, а в частности боссов, у которых ее больше всего. В ловкости в первую очередь это мастерство стрельбы, чтобы разогнать урон об виндиг на колосе или горелых на матке, адреналин, который также довольно сильно разгоняет урон, секретный агент для усиления скрытных атак, специалист по побегам, чтобы мобы вас не доставали, подозрительный, на тот случай, если вас все-таки заденут, лазучик для повышения скрытности, живчик, походник и так далее, там уже на свое усмотрение. Походник примерно можно убрать рюкзаком бакалейщика, а рюкзак аптекаря использовать я не рекомендую, так как освободить ловкость важнее силы. Ну, если вам повезет собрать сет на вес химии, то сможете использовать любой рюкзак, какой захотите. В удаче необходимо ставить такие карты, как гениальные гены, кровавая баня, повышенный критический урон, клевер четырехлистник, критическое мышление и куратор и так далее, в зависимости от задачи. В интеллекте будет достаточно бешенства ботаника и первой помощи для более эффективной работы стимпаков на тот случай, если вас все-таки заденут. Ну или поставить, к примеру, батареи прилагаются, если вы пользуетесь энергооружием. В харизме необходимо использовать толпу странных, чтобы усилить мутации, отбивной молоток для повышения урона и глушитель, чтобы получать не так больно от боссов, если подберете слишком близко. При этом вы сможете раздавать какую-нибудь полезную карту на 1 или 2 звезды своей команде, например, выжившие или пехотинцы и так далее. Выносливости для наилучшего результата необходимо ставить в первую очередь выжившие. Почему? Да потому что если вас поднял союзник, случайный игрок, спасательная броня или даже таинственный спаситель, то вы получаете дополнительные 50% урона, что делает эту карту очень крутой. Также нужен черт на препаратах, чтобы удвоить время работы химии, в остальном на свое усмотрение. Вариантов там довольно много, на любой вкус и цвет. Все ли чаще всего ставят патронаж, чтобы срезать вес баллистических боеприпасов, странствующую аптеку, чтобы снизить вес химии, и блокировку, чтобы ослабить входящий урон от ближайших атак, что сильно выручает на колосе и матке.
В легендарных картах для карабинщика в первую очередь важно ставить наказание и по возможности не щадя себя, так как при входящем уроне, если вы находитесь в команде, ваш урон повысится. Если ваш уровень позволяет поставить больше легендарных карт, то советую ставить карты в первую очередь на спешл, чтобы расширить возможности боевого билда, а не ставить всякие фабрики боеприпасов, которые имеет смысл ставить на твине и там крафтить патроны. И да, хочу обратить ваше внимание, что единого оптимального рецепта в этой игре нет, и именно своей гибкостью и вариативностью она подкупает. Моя задача рассказать вам, как добиться наилучшего результата, но такой стиль игры требует сноровки, осторожности и подходит далеко не во всех ситуациях, а в первую очередь только на боссах. Итак, с билдом разобрались, и давайте перейдем к следующей части, это мутации. Тут вам понадобится травоядный, сумчатый, дьявольская скорость, ранимый соколиный глаз, хамелеон. И, кстати, немногие знают, что он дает плюс 40 защиты. Далее стадное чувство, надпочечниковая мутация, и ни в коем случае не использовать лечебный фактор. Эмпат и все остальные защитные мутации очень ситуативные, и все зависит от вашего стиля игры и используемого вооружения. С билдом и мутациями разобрались, и следующая часть это вещи, и самое простое это рейдерский экранированный поддоспешник, а именно дорожная одежда, трико или портупея. Все это одна категория. Такой поддоспешник повысит вашу ловкость и восприятие на 3, а удачу на 1, что делает его лучшим поддоспешником для снайпера. Если у вас нет этого поддоспешника, то заходите к нам в телеграм-чат, сделаем его для вас без проблем. Помимо поддоспешника вам понадобится довольно специфический набор брони, а именно стойкая и желательно на ОД. Выбор третьего перка зависит от ваших личных предпочтений, и лучший, на мой взгляд, из них это вес оружия, вес химии, еды воды и скрытность. Сразу предупрежу, что всеми любимая 15 стоя работает только стоя, что абсолютно бесполезно для снайпера на карачках, а на скрытность более одного куска в сет ставить смысла практически не имеет. Поэтому лично я давно остановился на снижении веса препаратов и еды из-за того, чтобы убрать из билда аптеку и походника, а если весь сет еще и на ОД, то и живчик, который по сути нужен только поначалу, но опытные игроки его вообще редко используют. Помимо 5 стойких частей, именно 5, а не 4 плюс оптика, которая не нужна на данный момент, вам может понадобиться спасательная броня, которая запускает работу карты выжившей при каждом автоподъеме, и 3 кусков будет более чем достаточно, чтобы она вас поднимала. Но ясное дело, что в идеале рядом нужна надежная команда, так как спасательная броня тоже дает осечки даже при наличии всех 5 кусков. Модификации стоит устанавливать на скрытность и работу химии, но тут уже на ваше усмотрение, так как кому-то нравится джетпак и так далее, но стоит вам чуть-чуть поиграть, и вы сами во всем разберетесь. Но это не точно. Недавно в нашем телеграм-чате ко мне обратился один игрок с просьбой прорекламировать их маленький концерт в честь начала мясной недели. И я с удовольствием поддержал их инициативу, и на мое удивление пришло много игроков, чтобы посмотреть на это и поддержать. И если честно, я очень рад, что в этой игре так много места для творчества. Молодцы, ребят, это было прикольно и необычно. Продолжайте в том же духе и зовите на следующие концерты. Итак, с билдом, мутациями и броней разобрались, и перейдем к следующей части, это еда, вода и препараты. И поскольку в этот раз основа травоядный, в простонародье окровавленный билд, то для максимального эффекта вам понадобится еда, усиливающая критический урон, которая есть только на травоядных. По крайней мере, для мясоедов мы ничего подобного не нашли. И чтобы быстрее найти компоненты для создания этих блюд и химии, как и в предыдущем видео, рекомендую к использованию русскоязычную интерактивную карту fallout76map.ru, которую для вас создал Дима Фагет. И если вы захотите сказать ему спасибо, то в правом нижнем углу для этого есть специальная кнопка, чтобы поддержать рублем развитие этого крайне полезного проекта. Итак, из еды вам понадобится грибной суп, заварившийся чай с чертополохом, суп из гриба сверхленивца, чай из дикого мутафрукта. Каждый из них по умолчанию дает плюс 20 критическому урону, но с мутацией травоядной все 50. Эффект от них не складывается, так что нужно выбирать что-то одно. Схему для изготовления вы можете найти у Антуана White Springs. Рецепт грибного супа с некоторой вероятностью собирает товарищ Коллектрон и помещает его в станцию Коллектрона коммуниста.
Стоит обратить внимание на рецепты Делберта, а конкретно на компанейский чай и на спутницу повара Ясмин, которую давали за гонку прошлого сезона, так как у нее в случайном порядке продаются все полезные готовые изделия и вышеперечисленные в том числе. Также вам понадобится баллистическое пиво или пиво высокое напряжение, если вы используете энергетическое оружие. Рецепты вы можете получить в качестве награды за ежедневный квест у УНАПа в тату-салоне. Для максимального эффективного результата вам также понадобится молотый кофе, квантовая кола, подсолнечное масло, компанейский чай Делберта, схему которого вы сможете найти в подвале локации ферма с видом на закат, и другие усилители очков действия. Кофе вы сможете собрать в урнах White Spring и галереи в долине, и для этого вам пригодится карта «Это можно». На квантовую колу проверяйте в холодильниках, а также в магазинах других игроков. Помимо еды, вам также будет необходимо использовать форсаж, который усиливает критический и базовый урон, и если его нет, то подойдут альтернативные успокоин, психотаты или даже психо. Их вы можете найти у торговцев, получить на задание или даже создать самим. И если вдруг вы подхватили зависимость, то избавиться от них поможет аддиктол. Также для усиления урона вам пригодятся пупсы, легкое оружие и энергооружие. Помимо пупсов для максимального результата будут нужны журналы, а именно пистолеты и пули 3, которые дают усиление критического урона для баллистического оружия на 30%. Пистолеты и пули 9. Это усиление крита на 30% для плазмы. И пистолеты и пули 2 для крита урона лазера, если вы им пользуетесь. Также можно использовать «Жить и любить», который усиливает эффективность чая и супов до 70%, что немного слабее вышеупомянутых, но зато для всех типов оружия. Стоит упомянуть об одном очень важном предмете, который по непонятной мне причине мало кто использует. Это инъектор. И если конкретнее, то опасный инъектор, который снижает сопротивление цели урона на 25% в течение 2 минут, так что настоятельно рекомендую его использовать на боссах. Также для разгона урона можно использовать инъектор со шприцами-личинками гнуса, но про инъекторы в целом стоит поговорить в отдельном видео. Итак, с билдом, вещами и усилителями разобрались, и пора перейти к самому главному вопросу. Какое оружие использовать, чтобы наиболее эффективно вырезать боссов на данный момент? За последний год много чего изменилось, и баланс оружия был довольно сильно изменен и расширен с последним обновлением. Всевозможные варианты я разбирать в этот раз не буду, поскольку это видео о максимальной легальной эффективности, то перечислим лучших из лучших. Стоит начать с того, что на данный момент лидирует критический урон при пониженном здоровье. Я не хочу никого расстраивать, но окровавленный, пронзительный, двухзарядный, наркоманский и прочие карабины безусловно хороши, но подходят больше для комфортного отстрела мобов, ежедневных операций и так далее. Наиболее эффективными для отстрела боссов сейчас являются автоматические карабины с наибольшим количеством патронов в обойме, с наименьшим расходом очков действия и наивысшим базовым уроном без учета усилителей, так как именно от него рассчитывается критический урон. Итак, в тройке лидеров со своими преимуществами и недостатками на данный момент находятся четвертной, 50 крит урон, 25 ОД мастер. Из плюсов: он максимально комфортен для ведения скрытых атак, стабильный, обладает достаточной дальностью, что делает его наиболее универсальным оружием для любых задач. Из минусов: очень низкий темп огня, относительно низкий базовый урон. Далее в списке пронзительная 50 крит, 25 ОД плазма и плазма анклава с огнеметным стволом и калиброванным модулятором бета-волн. Сюда можно отнести и бесплатный уничтожитель пуль. Их плюсы: смешанный тип урона, игнор брони, большой магазин, стабильность и чудовищная скорострельность. При правильном подходе вырезает эрла быстрее всех. Минусы: очень низкая дальность, очень быстро ломается, дорогие тяжелые патроны, очень высокое потребление очков действия, что требует большого количества кофе и других усилителей ОД. И процитировав Ашаника: если у вас нет химии для разгона, то лучше вообще на боссах ее не использовать, а взять гвоздь, потому что если не уложиться в тайминг, то пинок вы получите отменный. И замыкает тройку лидеров это четвертной, 50 крит, 15 дополнений крита, перезарядка или вес гвоздемет с пистонным авторесивером. И из его плюсов: очень дешевые боеприпасы, отличная дальность, очень высокий базовый урон, очень низкое потребление очков действия даже без наличия третьей звезды, что делает его наиболее комфортным для отстрела боссов. Его минусы: это тяжелые боеприпасы, сильно трясется экран и крайне нестабильный при стрельбе с рук, что делает его практически невозможным для использования без ВАЦ.
И зарезюмировав все вышеперечисленное, вам понадобится рейдерский поддоспешник, стойкий спасательный сет на ОД, правильный билд с разгоном критических атак, мутации и химия, еда и усилители очков действия, журналы и пупсы, опасный инъектор, пронзительные крит-плазмы, цветной крит-мастер или гвоздь. И поскольку это видео в первую очередь о том, как разогнать максимальный урон, то имеет смысл использовать этот билд только на боссах, а в остальном перестраивайте карты так, как вам было бы удобно и комфортно в первую очередь. Но если вы собрали все правильно и использовали вовремя, то даже без команды вы теперь способны вырезать боссов за считанные секунды. И если у вас остались вопросы, то заходите к нам в телеграм-чат, и мы с удовольствием на них ответим. А сейчас по традиции мы перейдем к розыгрышу. На этой неделе ребята выиграли пачку журналов «Пистолеты и пули 3», которые помогут потратить им меньше патронов на боссов, а уже на следующей неделе мы выкатим для вас руководство по созданию крепкого и убойного тяжелого персонажа. И если вам понравилось, то палец вверх, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях и в телеграм. С вами был Дорнан, увидимся на рынке Fallout 76.